Mesdames et messieurs, bonjour! Сегодня 5 января, и сегодня я хочу вам рассказать об еще одной традиции. И сегодня, завтра вообще-то, 6 января, французы-католики празднуют Епифанию. Епифанию празднуют обычно 6 января, и сегодня можно полакомиться знаменитой галет де Руа. Зимние праздники во Франции завершает 6 января Эпифания. Эпифания – это один из наиболее празднуемых религиозных праздников во Франции. Другое название праздника – Богоявление, и по-французски называется Эпифани. В наши дни Эпифанию празднуют в первое воскресенье января. В этом году это 5 января. Это еще одна возможность собраться всей семьей. Верующие вы или нет, но именно в начале января появляется возможность насладиться «La galette de roi» – пирог королей или королевский пирог. И эта традиция зародилась во Франции в XIV веке. И согласно традиции, выпечку делили на столько порций, сколько было гостей, плюс одна. Последняя порция – это была порция доброго бога, или Девы Марии, или порция бедняка, которая была предназначена для первого бедняка, который явится в этот дом. Вот в этой булочной очень вкусная галет де Руа, или брioche, вот это называется, на 6 человек, и стоит это 27 евро. 27 евро умножайте на 100, получите в рублях, или примерно на 100 плюс-минус. А это галет франгипан. Франгипан на 8 человек 52 евро. Рецепт этого пирога, или по-французски галет, зависит от региона. Прованс, Лангедок или Аквитания. В Париже и Парижском регионе чаще всего это пирог из слоеного теста с начинкой франгипан, то есть с миндальным кремом. Пирог делят по количеству гостей. Самый младший гость прячется под столом, и именно он называет, кому дать кусок пирога. Пирог надо есть очень осторожно, так как в одной из частей находится фарфоровая фигурка. У кого фигурка, тот и король. Поэтому всегда галету продают с короной, а фигурки фарфоровые коллекционируют. Интересно, что в Париже кондитеры каждый год выпекают елисейский миндальный пирог. В этой лепешке нет фарфоровой фигурки, так как президент республики не может быть коронован. Эта традиция восходит к 1975 году, когда Валерий Жескар д'Эстен подарили большой миндальный пирог диаметром 1 метр. Еще вчера в Париже было +2, сегодня уже +13 градусов тепла. Как я вам уже говорила, обычно в конце декабря, после Рождества практически, но уж после Нового года точно, обычно 2 января, все елки выброшены. Вот видите, огромное количество в парках, в скверах парижских. Есть специальные места, куда нужно приносить елки, и здесь же на месте их потом перерабатывают. Вот здесь огромное количество этих елок. Елки перерабатывают на опилки, и опилки потом используют в качестве удобрения в этих же скверах и парках, где их переработали. Обычно эта булочная закрыта в воскресенье, но ради Эпифании они открыли свои булочные. У них сегодня здесь только галет. Ни круассанов, ни каких-то других. А нет, есть круассаны. 22,50. 42 евро. Это большая. 31 евро 50. И мини-галет 4,30. Есть агрыма с цитрусовыми. Галета с цитрусовыми. Есть сазуки. То есть немножко сазуки, это красные бобы, наверное, вы знаете. А есть с миндалем. Самый вкусный с миндалем, конечно. Миндальный.
Здесь очень вкусный хлеб в этой булочной. Я не в деревне, кстати, я в Париже. Потому что в комментариях под новогодним Парижем писали: да, вот центр Парижа красивый, а что там на окраинах? Вот это окраины. Это восточная окраина Парижа, кстати, до кольцевой дороги. Здесь всего лишь 5 минут пешком пройти. На восточных окраинах Парижа построены виллы еще в 30-е годы 20 века. И здесь проживает публика весьма-весьма зажиточная. Так что на окраинах Парижа, ну хотя бы здесь, на восточных окраинах, жить намного приятнее, чем в центральных кварталах французской столицы.